Всех приветствую, категорически, друзья мои. С вами Злой Кинг Леон. И мы у меня на крыше. Сегодня я решил провести такой вот экспериментальную прием пищи у меня на крыше. Так, что мы имеем? Во-первых, мы имеем вот такую замечательную, красиво оформленную упаковку от известного, кстати, бренда в Корее. Ну, это не реклама никакая, поэтому я даже не буду это произносить. Просто мне вот эта реклама, вот этой... кстати, сегодня у нас будет очень нездоровая пища, я сразу говорю. Очень нездоровая, но вкусная пища. И сегодня как раз, я думаю, об этом мы с вами и поговорим. Здесь фирма вроде видна, все равно. Прочитайте, короче. Называется она Puradak Chicken. Я столько просто ее видел. Кока-кола, соус, редька маринованная, соусы, чили. Столько я ее раз видел в лифтах, на рекламных щитах, на всяких. В общем, очень много где. И настолько эта реклама была вкусно снята, что я до сих пор ее не пробовал, кстати. И вот сегодня я что-то тоже опять суббота. Как всегда, я полдня спал, отсыпался от рабочей недели. И думаю, съем-ка я сегодня курочки. Chicken именно, слушайте, английский вариант просто, то есть chicken это просто курица. А то же самое слово chicken, но уже на корейском языке это обозначает именно вот жареная курочка. Вот типа вот такие вариации. Так, она тут с халапеньо, да, получается, и с сухариками, и с майонезом. Вот такая вариация. Не знаю, как вам видно. Я сейчас ее выгружу. Вот так же получится у меня выгрузить ее в тарелку. Вот так раз. Это мы пока уберем просто. Вот такая вариация. Так, а здесь что такое? Ну, это, наверное, картошка фри. Да, картофель фри. Картофель фри. Сразу скажу. Вы же видите, что я обычно ем. Я обычно ем корейскую оригинальную традиционную пищу. Эта штука. Так, я еще взял пиво. Я взял пиво. У меня есть вот стакан со льдом. Там какой-то напиток был, это ничего страшного. Пиво, конечно, по акции. Акционное пиво Велкопоповицкий козел. Вот в Корее почему-то любят пиво пить со льдом. Особенно потому, что вот когда в жару, на работе здесь очень популярная тема. Я, кстати, тоже привык. Безалкогольное пиво. Во время рабочего дня. Стакан со льдом, безалкогольное пиво. Шикардос. Слушайте, я думаю, сегодня с вами поговорим как раз я не хочу быть занудой, но один раз поговорим о здоровой нормальной пище. То есть вот я считаю, что корейская пища, она очень здоровая, сбалансированная и грамотная. В ней много ферментированных продуктов. Кстати, вот кимчи, допустим, я принес из дома. Специально нарубил кимчишки, порезал и принес. Шикарно. Потому что, говорю, я настолько привык, что кимчи я ем практически постоянно. То есть с каждым приемом пищи. Да, вот не знаю почему, но вот если из пива так брать, то вот Велкопоповицкий козел, наверное, топ-3 я бы поставил.
Вилка по поиске козел прям хорош. Что еще взял? Здесь у меня маринованный имбирь и чеснок. Я прям туда скинул, в этот рассол маринованный. А это из дома я все принес. А вот это нам дали. Так, блин, воду надо слить. Сейчас я воду подсолю. Это нам дали уже непосредственно в заведении с этим чикеном. Маринованная редька, желтенькая. Я, кстати, не знаю, почему она становится желтой. Наверное, маринад такой желтый. Так. Что еще? Соус. Написано Devil Sauce. Дьявольский соус. Типа острый. Сука, он аж черный. Ну, давайте попробуем. Вот когда острый соус сделан из качественных ингредиентов, сразу, когда вы его пробуете, он не дает остроты. Он начинает работать позже. Я чувствую. Я чувствую эту штуку. Так, у меня сейчас все тут разлетится по крыше. Меня бабуля, хозяйка этого здания, как говорится, дала разрешение, чтобы я пользовался, как говорится, крышей. Изначально, когда переезжал, я очень хотел всегда, чтобы в моем распоряжении была крыша. Вот здесь даже 2 части крыши. Так. Картофель фри. Очень даже достойный. Очень даже достойный. Маринованная редька. Она везде стандартная. Так, теперь сам чикен. Это получается, это я взял крылышки, по-моему, да? Блин, я же сейчас весь уделаюсь. Надо засучить рукава будет, наверное, вот так. Мне перчатки надо было взять. Вот я балбес. А вот этот перец острый или нет? Ну, такой островатенький, но он маринованный. И сухарики. Прикольно. Прикольно. Такая, немного сладкая. Как барбекю, типа, очень вкусно. На самом деле, очень вкусно. Очень прикольное сочетание. Это вот этот соус майонезный. То есть, получается, плавится в майонезе, да? Потом шкура еще начинает, свой жир давать. Крылышки. И сочетание. Перец и сухарики еще. Прикольно. Прикольно. Ну, дорого.
Дорого, дорого. Эта вся штука стоит около 23. Ну плюс, если плюс пиво еще. 25 баксов. 25 баксов. Примерно так. Так, какую тему, значит, поднимаем мы с вами? О здоровой и правильной пище, да? Так вот, я обычно ем, конечно, только традиционную корейскую пищу. Я считаю ее максимально здоровой. Опять же, аргументов, доводов куча. Во-первых, потому что очень много ферментированных продуктов. Кто знает, тот знает. Ферментированные продукты – это наше все. Наше здоровье, наш иммунитет, наша кожа, наше долголетие и так далее. То есть, чем больше вы употребляете в пищу ферментированных продуктов, тем вы здоровее. При любом раскладе. Дальше. Сейчас в Корее наблюдается такая тенденция. Я вот разговаривал тоже с корейцами, старшим поколением, так скажем. Молодежь, нынешняя молодежь, конкретно подсела на фастфуд. Я думаю, проблема это не только в Корее. Я думаю, проблема это такая глобальная, мировая. И конкретно винить кого-то в этом, говорить, что вот американцы привезли свой фастфуд там и так далее. Слушайте, я вас умоляю. Вы что думаете, американцы придумали фастфуд? Тут не нужно искать причину, как говорится, в какой-то нации, да, кто-то привез. Тут нужно разбираться, мне кажется, как вы воспитываете своего ребенка, да? Что вы ему позволяете там и так далее. Мне кажется, вот отсюда надо начинать. Хотя тоже я не отец, но я считаю, что мое мнение, опять же, у меня на канале я всегда делюсь только сугубо моим личным мнением. Я считаю, что вы сами, допустим, как родители, вы сами ответственны за то, чем питается ваш ребенок. Как вы его с детства, научили, так оно и пошло-поехало. Потому что, на самом деле, мозги в плане питания, мне кажется, появляются очень поздно. Очень поздно. Вот не знаю, у меня они появились примерно, наверное, года 3-4 последние я. И то я не скажу, что я там правильно питаюсь. Более-менее я там отказался по максимуму от сахара, от мучного. И уже вот сахар и мучное – это уже минус много-много всяких проблем со здоровьем. Серьезно. Вот лично у меня. Потому что мы начинаем об этом всерьез обычно задумываться, когда касается это напрямую, нашего здоровья, да? Грубо говоря, когда у вас какие-то болячки появляются, вы идете к доктору, и там начинает все выясняться. А что вы едите? Вот это. Понятно, значит. То есть, понимаете, да? И, конечно, когда вы на протяжении многих лет едите всякую такую неправильную пищу, фастфуд, да, кто-то вообще, у меня был, помню, пацан, который вообще питался одним фастфудом. Каждый день бургеры, каждый день там это. Он молодой, в том плане, что я говорю, ты, пока молодой, у тебя это все незаметно проходит. Уже после 30 организм начинает вести себя по-другому. Соответственно, после 40 еще больше реагирует на все это и так далее. Конечно, нужно просто понимать какие-то вот основные моменты. Не надо там углубляться туда куда-то, вот нутрициологию, да. Нужно понимать основные моменты. Как это, помните стихотворение у Маяковского? Крошка сын к отцу пришел и спросила Кроха, что такое хорошо, а что такое плохо. Вот это из этой серии. Нужно понимать, что главный враг
из пищи нашего организма – это сахар. От сахара все болячки. Здесь в Корее конкретно, я беру на примере Кореи, очень популярна тема вот этих газированных напитков. В перерывах там и так далее. Очень популярна тема булочек. Вот, кстати, мучное изделие из белой муки – это второй главный враг. Ну, это быстрые углеводы, энергетики. Вообще категорически нет. Нет, никогда. Это говнище полнейшее. Извините меня. И вот в Корее, говорю, вот эта тема почему-то очень развита. Тебе прям пихают эту колу эту тебе прям пихают. На, выпей, на тебе булочку, на тебе еще что-то. Быстрые углеводы, они быстро насыщают, но они также и дают потом жесткую просадку. Инсулин повышает, и сразу сахар в крови. Ни хрена хорошего это не дает. А проблемы со здоровьем, они накапливаются постепенно. Постепенно. Общее самочувствие. Это не так все, оно не сразу как бы стреляет. Кстати, раковые клетки тоже питаются сахарами. Это прям такая любимая их пища. То есть, чем больше вы потребляете сахара, тем быстрее типа они развиваются. Поэтому такая пища, наподобие вот этой сегодняшней моей чикен, да, жареная курочка. Ну, по моему мнению, конечно, это вкусно, речи нет. Про вкус мы сейчас не говорим. Это вкусно, да. Но это очень вредно, вы должны понимать. И я считаю, что как бы вообще без этого можно обойтись легко. Но все-таки, если вы хотите, да, эту штуку, вы ешьте раз в месяц. Ешьте раз в месяц, окей, без проблем. Не можете вы, например, без газировки. Ну, это конкретно, конечно, с сахаром. Есть zero. Есть с нулевым сахаром газировка, которая, я не говорю, что она полезная, но, по крайней мере, с обычной она намного лучше. Пейте газировку zero. Ну, не можете вы без газировки. Ну, что делать? Окей. В Корее тоже, кстати, вот тема вот эта zero, нулевой сахар, очень, вот последние пару-тройку лет, наверное, пару лет даже, прям очень развита эта тема стала. В магазинах есть даже просто отдельный холодильник, там все с нулевым сахаром. Ну, мне кажется, это шикарно на самом деле. Все-таки, ну, страна как бы думает о своем народе. Сука, конечно, это вкусно. Это вкусно, блин. Кстати, напишите в комментах. Мне, правда, вот солнце светит здесь. Сейчас время уже вечерок. Как вам такой формат вообще еды на крыше?
Я, в принципе, я могу что-нибудь приготовить, типа, дома. Это что такое? Это томатный кетчуп. Это как раз для картошки фри. А я картошку фри ем с этим соусом. Что-нибудь готовить дома, выносить сюда, на крышу, на стол, где сидеть, кушать, что-нибудь рассказывать. Можно это вообще дома делать. Показать им мою холостяцкую хату. Не думайте, что я живу в апартаментах. Где-то на свежем воздухе просто классно, на самом деле. Никто не мешает. Светло, хорошо, тепло. Сейчас погода просто такая еще самая кайфовая. Еще не жарко. Уже не холодно, но еще не жарко. Вообще кайф. 16 градусов. Прям кайф. Поэтому позже, конечно, будет тяжко. Уже будет жара. Уже будет пот постоянно течь. Сейчас классно. Погода шикарная. Так что проблема молодежи нынешней. Не только в Корее. Проблема ожирения отсюда же идет проблема ожирения. Потому что это много жиров, это много быстрых углеводов, сахара, изделия из муки, пицца, да, туда же входят булочки всякие, вот эти, бургеры и так далее. К чему это все ведет, мы прекрасно понимаем. Это ведет все к ожирению. Малая подвижность, сюда же. Все, вот вам, пожалуйста, килограммы. Нужно, я не знаю, нужно детям как-то разговаривать с ними, объяснять, что пища нехорошая. Но опять же, видите, если родители, взрослые родители, сами кушают, например, такое, да, конечно, ребенок будет просто на них смотреть и повторять. Обычно маленькие дети повторяют все за родителями, правильно? Папа курит, ребенку тоже охота. Потом тоже где-нибудь в подворотне сигаретку попробует курить. Так же. В большинстве случаев, я не знаю, сейчас по процентам, там не буду врать. Конечно, дети берут с родителей все вот эти привычки вредные там и так далее. Ну все, в общем. Как там мама делает, как папа делает, так же и потом ребенок делает, правильно? И, конечно же, если папа каждый день будет есть ферментированные продукты, там кимчи, рис, хорошую традиционную корейскую еду, речи нет. Ребенку, может быть, вначале это будет не нравиться. Но потом со временем, я думаю, все равно ребенок придет к тому, что папа ест, и мне надо есть. Конечно, много времени ребенок проводит же вне дома, да, школа, улица и так далее. Максимально нужно, чтобы ребенок, я считаю, был занят. Кружки, там, секции и так далее. Тогда у него не будет времени на всякую херню. Тогда у него не будет времени на всякую херню. Это, мне кажется, золотое правило.
когда ребенок без присмотра, когда ребенок не очень заняться, он начинает заниматься всякой херней, да? В интернете находить всякую херобору. Я тут, кстати, видел видос, очень такой меня прям задел эмоционально. Кстати, про мессенджер вот этот, про мессенджер российский, как он там, Макс. Значит, ребенку, маленький ребенок, там сколько ему, 7 лет, 8 лет, пришло какого-то хера, там какой-то вот кружочек, где от какой-то там то ли Марины Ивановны, то ли кого, что значит чтобы что-то какой-то, короче, чтобы музыка типа заиграла, ты должен типа разрезать, короче, себе руку, типа, и взять вот эти синенькие веревочки, что-то, короче, как струны, и музыка заиграет. Короче, вот такая херня, прикиньте. Я думаю, просто пиздец вообще. Это я вспоминаю, раньше, не помните, раньше, лет, наверное, хер его знает, 10-15 назад, где-то такая тема была, называлась она, по-моему, то ли «Синий слон», то ли что. Короче, какая-то секта или кто это, фанатики какие-то, хер их пойми. Они вот как-то проникали через мессенджеры и ребятишкам давали, короче, задания. Типа. И по итогу, короче, финал у них, типа, финал, блядь, должен был быть, ну, короче, смерть. Вот такая хуйня. Я вот вспомнил просто вот из этой серии. Думаю, пиздец вообще, что происходит в мире. Почему вам, сука, не живется? Вот просто развивайтесь как-то творчески, там, спортивные достижения, чтобы были. Физические. Исследуйте, блин, мир, путешествуйте. Садите, вон, я вон посадил это. Огород садите. Землю исследуйте. Очень много заниматься. Нет, всякая дурь лезет людям в голову. Дурдом. В виде исключения. Так что я сегодня для контента ем с вами вредную пищу. Но, сука, вкусную. Ну и то, видите, как я ем? Я ее ем с кимчи, с чесночком. Мне кажется, на крыше круто. Я не знаю, правда, сейчас, как там все записывается. Но солнце светит на меня, поэтому свет должен быть хороший. Я только щурюсь. Я ем палочками, потому что я не хочу это сильно, я и так уделался, не хочу сильно уделаться. Потому что она очень такая неудобная для взятия. Надо было взять перчатки. Вообще, лучше всего, ну, опять же, полезнее, типа, барбекю. Если это барбекю гриль, если это барбекю курица, то тогда это норм. Это не жарилось в масле. Это норм. Это можно кушать. Потому что аэрогрили, да? Аэрогрили сейчас популярная тема. У меня, кстати, есть тут аэрогриль. Аэрогриль, кстати, штука, да, хорошая. Просто запихал туда целую курицу.
Обмазал там я просто чесноком, солью. И все, без масла, без всего. Она у тебя там раз запеклась. Круто. Духовка, блин, это просто даже обычная духовка. В коже и так самой по себе, как бы в коже, допустим, там же много жира. У нас как-то тоже, кто бы нас учил, да? На сковородку, помню, у меня был товарищ, который абсолютно не умел готовить. И вот чтобы просто я видел, как он однажды жарил яйца. Вот столько масла он наливал в сковороду. И потом жарил яйца. Масло, допустим, тоже. Масло само по себе не вредное, когда оно не обработано термически. Опять же, если вы на нем, допустим, пожарили, там 5 минут, да, то все нормально. Ничего как бы не будет. Но если вы зажариваете, да, вот именно температура у масла максимальная, там начинают выделяться канцерогены, которые как раз вот и есть злосчастные. Поэтому масло тоже очень осторожно. Знаете, какое самое масло, самое классное? Называется оно гхи. Масло гхи – это топленое сливочное масло. Вот у него максимальная точка вот это дымления, температура. Можно на нем жарить вообще похеру. Хоть сколько. Потом кокосовое масло, кстати. Кокосовое масло, кстати, очень классное. Тоже у него высокая температура, точка дымления. Кстати, картошку, я помню, жарил. Но бывает у меня такие случаи, когда я жарю картошку. Редко, но бывает. Очень получается, очень хрустящая, зажаристая корочка на кокосовом масле. Вот когда вы просто будете понимать вот эти основы, что можно, что нельзя, что вредно там, что нет, вам самим будет интересно, как более-менее правильно питаться. Я не говорю, что там надо ЗОЖ конкретно, там, мясо вредно, там, жить вредно, на самом деле. Но все равно, я говорю, вот базовые вот эти принципы нужно, конечно, понимать. Вы продлите себе жизнь тем самым. Вы продлите себе жизнь. Прикольно, что говорит человек, который жрет, сидит чикен, блядь, и картошку фри, да? Говорит о здоровой пище. Вот так случилось. Ну, что за перец такой прикольный? Маринованный такой перец. Классный, кстати, тоже. Немного, в меру островатый. Типа скажете, а где рис, да? Ну, блин, рис тут бы было. Уже перебор был бы. Ну да, это порция на двоих. Я думаю, завтра доем. Или позже вечером. Потому что реально много. Уже время много прошло. Надо уже закругляться. У меня есть имбирь маринованный еще. Имбирь тоже бомба. Знаете, что хочу пересмотреть? Кстати, поделюсь. Что-то вот эту неделю, когда работал на работе,
Почему-то, не знаю почему, почему-то у меня в голове Терминатор. Первая, вторая часть Терминатора. Думаю, блин, что-то 100 лет не смотрел Терминатор. Надо пересмотреть Терминатор. Может, Шварценеггер, бедный, скоро умрет. Ну, хоть не знаю, что к чему. Короче, сейчас приду, буду смотреть Терминатора. Но у меня бывает, приходит такое озарение. Ну, знаете, ходишь, занимаешься своими обычными делами какими-то, ты работаешь. Раз, что в голове стрелит. Думаю, блин, надо пересмотреть там такой-то фильм. Прям в голове всплывает четко. И думаешь, ну окей. А вообще, мы недавно разговаривали тоже про фильмы. Самый любимый фильм, наверное, номер один, прям я поставлю. Который вот, кстати, напишите в комментах, какой у вас вот самый любимый фильм. Самый-самый, неважно, голливудский или советский или российский. Но условие такое. Фильм, который вы бы могли смотреть сколько угодно раз. В любое время дня и ночи. Вот у меня такой фильм «Побег из Шоушенка». Shawshank Redemption. Побег из Шоушенка. Вот. Значит, все, закругляюсь, потому что уже много времени. С вами был Локинг Леон. Напишите также про формат моей еды на крыше. Как вам? Кофта моя с Винни-Пухом тоже хорошо. В общем, всех обнял. Всем спасибо за просмотр. Всего доброго, берегите себя.